Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня покажу вам, что можно сделать из маленьких обрезков джинсовой ткани. И обойдемся без швейной машинки. Подготовим выкройку. Круг диаметром 7-8 сантиметров. И из остатков джинсовой ткани вырежем несколько деталей. Учтите, что для этой работы лучше использовать тонкую джинсовую ткань. Можно еще взять несколько цветных лоскутков. И подготовим шнурок или узкую ленточку примерно 20 см длиной. На концах завяжем узелки. Кружок из ткани складываем пополам. Потом подгибаем по очереди оба края, чтобы получился угол 60 градусов. Внутрь вкладываем шнурок и прошиваем по полученной дуге. Ткани у нас плотные, поэтому лучше работать в силиконовых наперстках. Когда все готово, нам надо вывернуть эти заготовки. Поэтому лучше использовать тонкие ткани, с ними легче работать. Выворачивать лучше с помощью палочки. И можно воспользоваться иголкой, расправить уголочки. В принципе, все готово. Завяжем красивые бантики и будем использовать как брелок на сумку или ключи. Очень мило и красиво. Вторая красивая идея. Основа должна быть сделана из плотного материала. Идеально подойдет пластиковая карточка. Диаметр примерно 4 см. Из кусочка джинсовой ткани вырежем круг примерно в 2 раза больше, чем пластиковая основа. Край джинсовой заготовки соберем по краю на нитку. Вложим внутрь основу и проверим, все ли мы сделали правильно. Но это еще не все. Внутрь будущей брошки вложим немного утеплителя, чтобы появился объем. Закроем утеплитель пластиковой основой, стянем нитку и зашьем оставшиеся отверстия. Получается очень милая пухлая подушечка. Из полоски ткани шириной 1,5 см скрутим розу. Смотрите за руками. Подворачиваем уголок под углом 90 градусов. Полученный треугольник начинаем потихоньку скручивать в трубочку. Сразу же подхватываем эту скрутку иголкой с ниткой. Для того, чтобы сформировать лепесток, ленту отгибаем от себя под углом и делаем еще оборот. Все сразу же подшиваем. Затем формируем следующий лепесток. Так мы шьем, пока не получится нужный размер. Сразу же формируем цветок розы. Подтягиваем, подкручиваем. Кручу-верчу, запутать хочу. По такому же принципу делаем еще 2 цветка поменьше. Для следующего шага нам потребуется кусочек кружева. Соберем его по краю иголкой с ниткой. Определим длину, сошьем это кружево в кольцо и стянем серединку до нужного размера. Перейдем к оформлению брошки. Здесь нам как раз пригодятся узкие обрезки ткани. Небольшой совет. Чтобы края не трепались, можно их смазать клеем ПВА. Или еще есть специальный клей для обработки срезов ткани.
следующую пришьем кружевную юбочку. А после этого пристроим джинсовую розочку. В принципе, одной розочки может быть достаточно, но мне захотелось пристроить все 3. В эту композицию хочется внести капельку яркого цвета. В моих запасах нашлась красная бусина, и к ней в компанию просится еще пара бисеринок. Когда мы всем довольны, оформляем застежку. Разогреваем горячий клей, наносим его на обратную сторону брошки. Берем готовую основу для брошки и прижимаем ее. И получилась прелестная красота в стиле бохо. По желанию вы можете сделать свой вариант. И, наконец, мы приступим к самому интересному. Нам понадобится длинная полоска ткани. Мы ее пока отложим в сторону. А из обрезков джинсовой ткани нарежем кружочки диаметром 4 см. Джинсовых кружочков надо будет много. Учтите, что на один цветок понадобится примерно 12 таких заготовок. Разогреваем клеевой пистолет. Каждый джинсовый кружок складываем пополам. Работу начинаем с серединки. Скручиваем в трубочку джинсовое полукружие. Все фиксируем горячим клеем. Затем прикладываем следующий лепесток. Старайтесь лепестки укладывать под небольшим углом, чтобы у нас получился цветок розы. Конечно, можно шить и иголкой с ниткой, но у горячего клея есть преимущество. В процессе работы мы можем формировать цветок. Горячий клей позволяет нам придать розе нужный объем, загнуть лепестки. Сразу вспоминаю анекдот. Когда в Советском Союзе продали за границу самолет в разобранном виде и предлагают прислать инженера для сборки. Покупатели отказались. Стали собирать сами. Собрали. У них получился трактор. Вызвали все-таки советского специалиста. Тот приехал, на 3 дня закрылся в ангаре. Открывают ангар, а там самолет. Спрашивают, как ему это удалось. А тот отвечает: видите, в инструкции мелким шрифтом написано: после сборки тщательно обработать напильником. Наши розочки напильником обрабатывать не надо, но ручками поработать придется. Как говорится, та же мучка да другие ручки. Теперь займемся основой. В интернет-магазине приобрела основу для ободка, и мы ее обмотаем длинной полоской ткани шириной примерно 2 см. Самый конец закрепим горячим клеем. Аккуратно подвернем ткань, чтобы не было торчащих концов, и чтобы заушины были комфортны в носке. И начинаем потихоньку обматывать ободок джинсовой лентой. Каждый виток фиксируем горячим клеем.
Вот теперь можно перейти к декорированию. Сначала отметим центр композиции. Самым первым слоем мы уложим листья. Это просто длинные обрезки джинсовой ткани. Все фиксируем горячим клеем. Затем пристроим наши красивые розочки. Из пары кружочков сделаем бутоны и приклеим их к краям композиции. Стыки закроем листьями. И готов прекрасный ободок, украшенный цветами. Очень стильный и красивый. Можно еще добавить перламутровых бусин или кусочки кружева. Но мне уже не захотелось ничего добавлять. Нравится такая суровая нежность. Да, и я ношу этот ободок, и по улицам гуляю, и на работу хожу. Когда женщине 50, ей глубоко фиолетово на мнение окружающих. Мне нравится, а все остальные просто завидуют. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идеи, аж целых 3. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!